Всем привет, винтажники! Хочу сегодня вместе с вами распаковать посылки, которые я только забрала с почты. Это преимущественно будут аукционные лоты, купленные на eBay в США. Честно говоря, я уже не помню, что я там понавыкупала и поназаказывала. Первая посылка приехала в конверте. Они все сегодня в почтовых конвертах. Такой формат Super Life распаковки. Мне очень не терпится. Итак, смотрим, что внутри. Вау! Боже, как я люблю подобные украшения. Я вам просто передать не могу. Я в полнейшем восторге от нее. Ее надо будет хорошенько почистить. У нее есть некоторые камушки, которые потемнели. Но с учетом ее возраста, это 20-30-е годы. Обратная сторона клипа сохранилась прекрасно. Здесь есть какая-то буква Б. У меня есть подозрение, что это клип, который относится или к Кора, или к Трифари. Очень хорошая сохранность. Опустим момент того, что он достаточно грязный, пыльный, его никто не мыл. И это хорошо, потому что я могу его безопасно почистить сама. Я думаю, что это стекло Гриппуа. Французское стекло, которое очень активно поставлялось именно для изготовления бижутерии в лучшие дома ювелирные. Смотрите, какого красивого оно оттенка. Оно такой необычной выпуклой формы и имеет здесь фасетную огранку у основания. Очень необычная вставка. Я в таком восторге, что мне даже слов не находится. Я не знаю, как вам описать эту красоту и эти ощущения от того, что в моих руках сейчас такая потрясающе красивая, редкая вещь. На самом деле клипы, у которых есть вот такие вставки крупные цветным стеклом или цветным люцитом, конечно, это огромная редкость. Чуть более часто встречаются с зеленым центром, чуть более реже встречаются с синим центром. Начало наших распаковок невероятно крутое. Обалдеть. Давайте ее поместим вот сегодня на ее маленький царский трон. Она вообще заслужила сегодня самого главного места в распаковках. Пока что. Я не помню, что там будет у нас дальше. Поэтому предлагаю смотреть, что у нас тут есть еще. Так, раскрываем. Немножко пошуршу вам в кадре. Вау! Тут коробочка и больше ничего. Необычная коробочка среди моих распаковок. Интересная, красивая. Давайте заглядывать вовнутрь, что же тут лежит. Смайл. Улыбочка. Это карточка от продавца и очень-очень красивая упаковка. Брошь поместили на подушечку бархатную из синтетического бархата, что приятно, конечно же. Вот это большая редкость на самом деле, когда продавцы так заботливо упаковывают то, что они продают. И эта брошь непростая. Давайте посмотрим на нее поближе. Я знаю, что у нее есть потеря одного кристаллика. Это было заявлено в описании лота. Но брошь очень красивая, на флоральную тематику. Это вечная тематика от 30-х, 40-х и 50-х годов, то есть первой половины 20 века преимущественно. Это часто использовали такие великие дома, как Кора и Трифари. Но эта брошь не от этого дома. Это брошь от бренда Carl Art. И эта брошь относится примерно к началу 50-х годов. И мы видим с вами также пометочку, что это серебряная брошь. Как мы знаем с вами, стерлинговое серебро начали применять как раз-таки в военный период Второй мировой войны, когда из производства изъяли все обороты металлов, и производители украшений перешли на стерлинговое серебро. И вот такую малышечку я купила себе в коллекцию. Она очень нежная, мне она понравилась, как только я ее увидела. Я долго о ней думала. Продавец предложил мне на нее хорошую цену, и я, конечно же, не смогла устоять и согласилась. Не скажу, что она прям маленькая, она такого достаточно
Универсального и хорошего размера, среднего, небольшая, не маленькая, не слишком тяжелая по своему весу, но очень красивая и воздушная по композиции. Дальше открываем третий конверт. Может быть, это видео будет не таким долгим в распаковке, как вы привыкли и любите, но зато это прям первые эмоции и впечатления от того, что находится внутри. Так, ну, сверток с пупыркой, классика жанра. Наконец-то оно ко мне приехало. Мы с вами не так давно смотрели распаковку лота, в котором были остатки винтажной броши от бренда Trifari. Я вам показывала эту коллекцию. Забываю сказать что-то, пока разглядываю, потому что я в восторге от того, что в моей коллекции наконец-то появилось полноценное украшение. Знаковая коллекция, очень известная. Называется она Gem of India. Посмотрите на эту роскошь. Да, оно пыльное, да, оно грязненькое. Но опять же, я его намою, начищу и приведу в свое идеальнейшее состояние. Сохранность у него великолепнейшая. Мы видим здесь лишь слегка небольшой сход золотого покрытия с той части, которая больше всего, видимо, прилегала или к телу, или к подложке, на которой оно лежало в шкатулке. Мы видим с вами на замочке как раз-таки надпись бренда Trifari, маркировку того, что был подан патент на дизайн. И сейчас, пользуясь случаем, я вам, конечно же, хочу показать патент на дизайн этого колье и рекламные плакаты, в котором участвовала коллекция украшений Gem of India. У меня есть папочка, очень красивая. Красивая она не потому что прозрачная, а потому что в ней я собираю информацию о тех украшениях, которые есть в моей коллекции. Запатентовал его Альфред Филиппе в 1951 году. Восхитительный дизайн, восхитительные украшения. Они также присутствовали на рекламах. Я нашла для распечатки плаката в очень плохом качестве, поэтому он такой маленький на листе бумаги. Но, тем не менее, можно даже здесь рассмотреть коллекцию. В нее входила брошь, которую мы с вами видели. Кто не видел, можете перейти на канал и посмотреть полное видео с распаковкой. Я там показывала эту коллекцию в книгах, рассказывала о ней более подробно. И мы можем увидеть, что помимо колье был также браслет и серьги. Очень красивая коллекция, и на самом деле я безумно хочу собрать полный сет украшений из нее. Это задача со звездочкой, потому что украшения 51 года, сами понимаете, часто находятся в достаточно таком уже плачевном состоянии. И даже если попадаются, то оцениваются, конечно же, на вторичном рынке достаточно высоко, по высокому прайсу. Тем не менее, сегодня вы можете вместе со мной восхититься красотой. Огромное внимание уделялось каждой детали, как дизайнеры пытались сохранить свое наследие и защитить его от бездумных копирований и повторений, выпуская патенты на дизайн. Да, и как бы на минуточку они ждали эти патенты достаточно огромный промежуток времени. Патент был подан 2 октября 1951 года, а получен и одобрен аж в июне, 4 июня, то есть спустя полгода где-то примерно утверждались эти патенты, и производители, конечно же, подавая патенты, да, как вы видите, здесь маркировка не того, что есть патент, да, с номером патента, уже готовым номером вот этим, а маркировка того, что патент подан. Это как раз-таки говорит о том, что Альфред Филиппе со своей командой сначала разработали это украшение, сразу же приступили к производству этих изделий. Только спустя полгода они получили задокументированное подтверждение того, что этот патент утвержден, и спустя полгода у них уже были, так сказать, все документы на эти украшения. Рада такому
восхитительному пополнению своей коллекции от бренда Trifari. Такие украшения с таким дизайном уже не выпускаются. И, как мы знаем, у Trifari был свой особый сплав металла под названием Trifanium, который они также запатентовали. И до сих пор никто не знает полный состав этого сплава, он засекречен, скажем так. А у нас остался еще один конверт. Предлагаю не затягивать, его также распаковать. И последний конверт на сегодня у нас идет с пометкой «Хрупкая», за что, конечно же, продавцу отдельное спасибо. Извините, буду рвать. Так, что у нас тут есть? Тут, скорее всего, чек с магазина и коробочка. Аж с 3 наклейками благодарности за покупку. Так. Коробочка. Запечатана хорошо, конечно же, чтобы она не открылась в процессе транспортировки. Ну что, ваши ставки, как думаете, что здесь? Потому что я, честно говоря, даже и не помню. И 3, 2, 1. Открываю. Так, и еще раз 3, 2, 1. О, понятно. Упаковка серьезная. Интрига продолжается, друзья. Ух, тут, боже, тут какая-то роскошь сияющих кристаллов. Вау. Вот это красота! Посмотрите на эту роскошь. Это просто невероятно, друзья. Я, честно, редко бываю в каком-то, ну прям супер изумлении, потому что мой глаз уже такой достаточно избирательный, много чего повидали мои глаза, да, руки много уже чего потрогали среди винтажной бижутерии. Бог ты мой, он так сияет, он сияет просто как будто, я не знаю, как будто тут бриллианты. Очень красиво. Мне очень жаль, что камера не передает всего вот этого блеска и сияния. Но это прямо вау, друзья. Также браслет нужно немного почистить. Есть небольшая грязь вот здесь, в этих элементах волнообразных. Посмотрите, как круто сочетаются здесь круглая огранка, да, и такая огранка эмеральд. Практически квадратная даже. Просто вообще это что-то невероятное. И давайте делаем ставки. Кто угадает, что за бренд у этого браслета. Самые-самые опытные, конечно же, сразу, скорее всего, выделят 2 бренда, 2 производителя, 2 дизайнера. Кто больше всех любил подобные изделия. Ну, а мы посмотрим оборотную сторону. Ух, какая сохранность, друзья. Благодаря хорошему, качественному, дорогущему покрытию родием. И мы с вами видим, что это бренд Eisenberg. Очень красивый браслет от бренда Eisenberg. Смело могу предположить, что этот браслет может относиться либо к их ранней версии Eisenberg Ice, потому что в более поздних коллекциях здесь обычно указывается Eisenberg Ice. Здесь же у нас просто маркировка Eisenberg. Это значит, что браслет, скорее всего, относится к началу 50-х годов, может, к концу 40-х. Это такая смесь стилистики уже нового вот этого гламура США и эпохи арт-деко. Это читается абсолютно полностью по его дизайну. Посмотрите, как роскошно он выглядит по сочетанию вот этих крупных элементов центральных, по его геометричности и, конечно же, потому что браслет сделан по ювелирному типу. У нас есть застежка и дополнительно у нас есть цепочка, предохранитель, которая позволяет нам не потерять украшение, если по какой-то причине оно вдруг случайно расстегнется. Хотя, наверное, так просто расстегнуть его непросто. Да, сори за тавтологию, но на самом деле эти изделия очень точно продуманы и сделаны, конечно, с огромной любовью к деталям.
и к своим покупательницам, потому что здесь позаботились о том, чтобы вы так просто не потеряли это изделие, если вдруг будете где-то на вечеринке среди звезд. Просто вау, друзья. Иметь такие украшения в коллекции — это очень хорошая находка для любого коллекционера, очень хорошая покупка, да еще и в таком изумительном состоянии. Посмотрите на его покрытие, оно вообще ни в одном месте не показывает то, что украшению уже на минуточку 70 с лишним лет. И, конечно же, пользуясь случаем, я бы хотела вам показать схожего плана сет украшений, который представлен в книге. Оно не один в один, но по его стилистике можно примерно понимать дизайн украшений того периода. Вы можете увидеть здесь схожие элементы дизайна, например, сочетание разных огранок кристаллов, технику паве в центре, так же как и у нас в этом экземпляре. Также сочетание разных огранок кристаллов в одном украшении. Тут я не вижу квадратных кристаллов, но есть круглые шатоны, есть маркизы, есть паве, и есть разное сочетание цветовых акцентов. Очень красивый сет. Ну, по его ценности, конечно, я вам говорить ничего не буду. Я думаю, вы и так все прекрасно видите это в книге. И то эта книга выпускалась в начале 2000-х годов, поэтому, конечно же, на сегодня стоимость этих украшений выше. И для самых терпеливых и внимательных я, конечно же, покажу похожие примеры из книги на мою брошь, примерно того же периода, относящиеся к эпохе ар-деко. Для начала мы с вами посмотрим, давайте, на браслет от бренда Trifari. Какие кабошончики здесь используются и какое большое сходство с моим экземпляром. Это даже видно по закрепу кабошонов в виде вот этих таких квадратненьких скошенных клапанов, как вот тут. Когда мы с вами изучаем какое-либо изделие и пытаемся его атрибуцировать либо по бренду, либо по периоду, то нам, конечно, важны все элементы дизайна, каким образом оно сделано, из каких материалов, какие здесь детали присутствуют. Но давайте двигаться дальше. То есть мы с вами посмотрели в начале браслет Trifari, как он создан, как он сделан, с каких материалов. Мы также здесь с вами видим багетные кристаллы, да, которые идут по всему периметру. Вот эти обалденно красивые зеленые кабошоны, скорее всего, из стекла Гриппуа. И вот эти элементы креплений. Дальше я вам покажу не менее красивое украшение. Это брошь периода ар-деко, также с таким красивым центральным элементом. Мы здесь видим уже немного другие закрепы клапанов. Они такие кругленькие. Эта брошь не маркированная, имеет схожие элементы дизайна с моим экземпляром, да, потому что здесь сочетаются багетные кристаллы, вот эта техника паве. А еще одна красивая брошь в виде короны такого сердца, также с центральным зеленым вот этим кристаллом. Опять же, обращаем внимание на клапана, здесь они другие, они здесь кругленькие. Хочу вам показать вот эти дресс-клипы. Здесь как раз-таки у нас экземпляр с зеленым и красным кристаллом. Да? Они абсолютно идентичные, просто в разных цветовых решениях. Хочу я вам их показать только по той причине, потому что я обмолвилась, скажем так, о цветовых решениях в дизайне, да, и вот, собственно, хочу, чтобы вы наглядно видели, как это производилось и как оно выглядело. Еще очень красивые представители эпохи ар-деко. Это также все клипы, также с зелеными вставками. И вот очень красивый клип мы с вами можем увидеть на вот этой странице. Также круглые вставочки, видите, такой цветочный флоральный дизайн. Круглые вставочки с таким стеклом, схожим очень на Гриппуа. Очень красивый клип. На сегодняшний день большущая редкость. Это эффект в ювелирном искусстве, этот эффект назывался Tutti Frutti. Вот так примерно выглядят синие вставочки в клипах. Как я вам уже сказала, они встречаются реже, но, по крайней мере, я меньше встречала таких экземпляров, и уходят обычно на аукционе они за баснословные деньги, потому что за ними очень сильно охотятся коллекционеры. Но
Если вы будете искать себе такое украшение на покупку, то, конечно, на цвет вот этих вставок я не сильно вам рекомендую ориентироваться, а больше, конечно же, на сохранность и состояние. Все эти вещи уже достаточно старенькие, они повидали эту жизнь, и к многим из них она была достаточно жестока, потому что хранились они все в разных условиях. Иногда они просто попадаются кому-то в пакетах с ломом, с мусором, условно говоря, да, и, конечно, преодолевают огромные препятствия для того, чтобы попасть в руки к какому-то ценящему винтаж-коллекционеру. Благодарю вас всех за просмотр и совместную распаковку моих посылок с eBay. Вот такая чудесная распаковка с невероятной красоты украшениями у нас сегодня была на обзоре. Напишите в комментариях, какое из украшений понравилось вам больше всего. И может быть вы какой-то супер коллекционер и ценитель какого-то конкретного бренда или периода украшений. Я с удовольствием с вами пообщаюсь на эту тему. А мы с вами не прощаемся и увидимся вновь скоро на новых распаковках, потому что моя коллекция пополняется, и я с удовольствием буду этим делиться вместе с вами. Ну что ж, до скорых встреч. Пока-пока!